Скажем так, князь Василий Константин Острожский свою битву за русскую и православную Украину, буду называть вещи так, проиграл. Человек, выписанный им, обученный и подготовленный на роль князя русского, трагически погиб, не сделав того, что и предназначалось. Хуже того, сыновья князя перешли в католичество и всеми силами старались сделаться поляками. Он проиграл? Я бы так не сказал. Не мог тот человек, которого мы знаем как Василия Константина Острожского, признать свое поражение. Я думаю, что ситуация развивалась следующим образом. Оглядев пределы Речи Посполитой и не найдя там возможностей для сохранения статус-кво, Василий Острожский посмотрел на восток, на Москву. Не просто призвать на помощь русские войска, не просто перейти в подданство Москвы, нет. Планы были гораздо более серьезными. Я так думаю. Это дальше будет чисто моя версия, мои предположения и мои догадки. Они не основываются на документах, нет документов. Все улики, если можно так выразиться, они косвенные. Но если посмотреть беспристрастно, то моя версия, которую я сейчас озвучу, она наиболее правдоподобна. И если ее принять за основную, то все несуразицы, все непонятки и все нестыковки тут же исчезают. Сейчас я вам все объясню. Как известно, Северин Наливайко женился на княжне Елене Ружинской в октябре 1581 года. Тогда ему было 26 лет. Новобрачной исполнилось 17, в принципе, она уже была тоже взрослая. Естественным образом в августе 1582 года у них родился сын, нареченный Григорием. Затем в 1584 и 1587 родились две дочери. С супругой пана атамана все более-менее ясно, да и с дочерями хотя бы какая-то определенность есть. Жена Наливайко с дочками в 1597 году переехала, по некоторым сведениям, под Плотск и в последующем отдала их замуж за местных шляхтичей из рода Циолковских. Кстати, Константин Циолковский весьма гордился своим происхождением. Остается открытым вопрос, куда делся старший сын Северина Наливайко. История о всем умалчивает. После 1596 года все упоминания о нем исчезли из бумаг Острожских. Между тем, просто безвестно пропасть где-то в степях Дикого поля этот парень не мог. Не то просто. Григорий был по отцу Рюриковичем Евгеньевичем, по матери, княжне Елене Ружинской, Наримонтовичем, тоже князем единого рода, просто младшей ветви. Отроков с такой родословной на то время в Восточной Европе было раз-два и обчелся. Царевич Дмитрий Иоаннович, сын Ивана Грозного, правнук Софьи Палеолог, племянницы последнего римского императора, злодейский убиенный в Угличе, и то, пожалуй, в знатности рода уступал сыну Северина. И вот тут мы остановимся. Просто сравним две даты. 19 октября 1582 года и 22 августа 1582 года. Разница менее 3 месяцев. Эти даты – это дни рождения, соответственно, царевича Дмитрия и Григория Наливайко. И вот что я вам скажу, братцы. Человек, официально признанный 20 июня 1605 года в Москве на лобном месте чудесно спасшимся царевичем Дмитрием, 17 мая 1607 года называемый Лжедмитрием, а в исторической литературе второй половины 19 века ставший Лжедмитрием I, был никем иным, как Григорием Наливайко, сыном Северина, несостоявшегося князя русского, внуком Дмитрия Сангушка, Гедеминовичем и Рюриковичем по рождению, князем по происхождению и принцем крови, имевшим все права на московский престол, равно как на престол в Кракове и в Вильне. И все забавные байки о том, что Лжедмитрий это был или беглый монах Гришка Отрепьев, или некий неведомый итальянский монах, или внебрачный сын Стефана Батория, которые где могли загримироваться под чудесно спасшегося царевича Дмитрия и сесть на московский стол,
мы с негодованием отметаем. Не те люди сидели в Боярской думе в Москве, чтобы даровать право называться государем московским и всей Руси каким-то мутным проходимцем. А вот Григорий Наливайко по знатности рода ничем убиенному Дмитрию не уступал. Следовательно, московская княжеская верхушка вполне могла дать согласие на занятие этим престолом. Этот вариант давал реальным властителям Руси прекрасную возможность править страной, ничем не рискуя. Вся ответственность будет на молодом царе, который, не имея на Москве никаких связей, ни кровнородственных, ни служилых, ни деловых, в этом случае становился просто послушным исполнителем воли тех, кто посадил его на престол. И самое главное, за спиной Григория Наливайко стоял тот, кто подвиг его отца на мятеж против Жигемонта III Вазы, кому корона московских царей на его голове самый простой способ избавиться от впавшего в яростный католицизм польского короля. Я говорю о Константине Василии Острожском. В 1597 году из публичного пространства Речи Посполитой исчезает Григорий Наливайко, сын казненного в Варшаве в вражде сепаратистов, в возрасте 15 лет. Кстати, в статуте Великого княжества Литовского 1587 года имелся раздел 6 об опеках, нормы которого регулировали правоотношения в сфере опекунства. В статье 1 раздела 6 статута указывался возраст наступления совершеннолетия. Для мужчин он был 18 лет, а для женщин 13. Кстати, поэтому можно смело отмести все обвинения Дмитрия Сангушко в том, что он женился на Эльжбете Острожской до достижения ее совершеннолетия. Нет, она достигла совершеннолетия к моменту брака вполне, даже пережила чуть-чуть. Но это так, между прочим. 18 лет Григорию Наливайко исполнилось в 1600 году. А в 1601 году Константин Васильевич Острожский посылает в Москву двух своих доверенных людей. Зачем? Зачем он хочет связаться с Боярской думой? У него никаких коммерческих тем с московскими боярами нет. Никаких территориальных и имущественных споров тем более. У него нет никаких интересов в Москве. Зачем тогда его люди поехали в Первопрестольную? Ответ напрашивается сам собой. Чтобы вступить в переговоры с московскими влиятельными персонами. С теми людьми, о которых пишет историк Соловьев. Я процитирую его слова. Внутренним врагам Бориса, терзавшимся мыслью, что Годунов на престоле, грозимый ежечасно тяжелую опалою, это появление было более чем выгодно. Оно вполне соответствовало их цели, ибо им надо было орудие, которое было бы так могущественно, что могло бы свергнуть Годунова, и в то же время так ничтожно, что после легко было от него отделаться и очистить престол для себя. И Константин Васильевич Острожский предлагает этим боярам избрать таким орудием сына Северина Наливайко, Рюриковича Гедеминовича по крови, и представляет им безусловно доказательство того, что этот человек имеет высокое происхождение. Далее. Я говорю о косвенных уликах, не прямых, потому что прямых улик нет. Их ни Острожский, ни Шуйский не оставили. Тем не менее, идем далее. Первое появление Лжедмитрия произошло в Киеве в 1601 году. Но успехом не увенчалось. Игумен Лавры указал московскому царевичу в скобках на дверь, в кавычках. В следующем следы чудесно спасшегося отрока появляются в Дерманском монастыре в 1602 году. В Дерманском монастыре в 1602 году. В это время, в этом монастыре, книгопечатанием занимается Демьян Наливайко, старший брат убиенного Северина Наливайко и дядя Григория Наливайко. Какое неожиданное совпадение, правда? Дальше еще интересней. 3 месяца будущий государь московский, в кавычках, проводит в Остроге, при дворе князя, где был тогда, как он сейчас говорит, интеллектуальный центр литовской, уже польской Руси. И вот, потаскавшись, набравшись ума и отточив манеры, чудесно спасшийся отрок Дмитрий, в кавычках, объявляется в Брагине, в имении князя Адама Вишневецкого. И сановный магнат признает в простом конюхе наследника московского престола. Ну, а дальше все знаете сами. Если Лжедмитрием I был реально Григорий Наливайко, то все якобы несуразицы, нестыковки и странности его воцарения и недолгого правления тут же могут быть зачеркнуты. Это была персона, устраивающая всех. Во всяком случае, тех, кто реально правил Московским царством. И поэтому он стал царем. Война Годунова с Лжедмитрием после Кром обрела характер обычного договорника.
военачальники царя Бориса публично клялись ему в верности, тем временем тайно отсылая гонцов к самозванцу и торговывая себе сладкие куски власти. Становится очевидно и понятно, отчего так легко открыли свои ворота Моравск, Чернигов, Путивль, отчего войско князя Мстиславского уступило отрядам самозванца под Новгород-Северским, почему под его знамя перешли Рыльск, Севск, Курск, Кромы, почему ему присягнул Басманов и почему ему открыла ворота Москва. Константин Васильевич Острожский сделал московским боярам предложение, от которого те казались не в силах отказаться. Ну а то, что впоследствии Дмитрий I был свергнут и казнен, означало лишь то, что он, вопреки договору Острожского с коллегами из Москвы, всерьез решил быть царем, наплевав на предписанные ему условия царствования. Мальчишка был весь в отца. Но это уже совсем другая история, которую мы поведаем в следующем цикле лекций.